себя на канале. И в сегодняшнем видео, как обещала я ранее, в прошлом видео собиралась я, соответственно, выложить видео о вопросах-ответах, но на сегодняшний день я уже готова конкретно, без, как говорится, без помощников. В общем, начнем с того, что я буду прочитывать ваши вопросы, сообщения. Вопросы, естественно, и сообщения в комментариях. Все это сейчас делаю я пооткрывала. И вот у меня передо мной мои... Вот, Соня тоже вам здравствуйте. Да. В общем, начнем мы с первого вопроса. Вопрос-комментарий от Надежды Совы. Я извиняюсь, что я вовремя не отвечаю на ваши вопросы. В общем, такой вопрос. За все спасибо. Но где можно приобрести янтарную кислоту? Янтарная кислота продается так, как и в аптеках она продается в виде БАДа. И, соответственно, в магазинах, там, где покупаем с вами все для сада, огорода, в удобрениях там всяких, в отделе для всего хозяйства, для хозяйственных отделов, вот. И там оно, естественно, все продается. В аптеке оно идет в виде, по крайней мере, я покупала его в виде таблетках, а в таких вот магазинчиках оно продается в виде порошочка в пакетиках. Я не помню, сколько там грамм я покупала и такое. Ну, в общем, по поводу того, как добавить его в граммах, я понимаю, так примерно я вложила пол-столовой ложки. Это в порошкообразном виде. 2 получается там, ну, примерно где-то грамма 1,5, может 2. Это так. В общем, соответственно, на 1,5-литровую бутылку мне уходило. Дальше вопрос. Вопрос от Зайки Абдулла Халикова. Если можно, дайте совет. Никогда не покупала орхидеи. Где их держать зимой? На подоконнике 2-3 жар идет, а полы теплые. Где их держать? Вопрос, конечно, изрядно мне очень знаком, потому что я в прошлой, говорится, определенной половине своей жизни мы прожили в квартире, поэтому, как я говорила ранее в других видео, у меня солнечная была сторона у нас, и поэтому, независимо от того, что зима это или осень, или весна, постоянно была очень ужасная жара. А зимой, так как батареи у нас шпарили до беспорядочности, в общем так, очень было жарко. И все мои цветы, все начинали чем-то болеть, соответственно, заводились какие-то паразиты, такие как у меня был паутинный клещ, и т.д. и т.п. И, в общем, какие я предпринимала меры? Ну, и что советую вам в этом случае? Если у вас подоконник, соответственно, батареями, он так во всех, завесьте, пожалуйста, по принципу того, что берете какую-то небольшую, примерно, ну, по размеру вашего радиатора, который под подоконником, и постарайтесь завесить это все дело, чтобы не выходил полностью весь жар, это тепло, не поднимался сильно вверх. Вот. И, само собой, минимизируйте поступление сухого воздуха. То бишь, поставьте на том месте, где у вас находятся цветы, за которых очень сильно переживаете, приобретите увлажнитель воздуха. Ну, если уж не получается купить увлажнитель воздуха, просто ставьте тару с водой определенные. У меня в этом случае были небольшие такие тарелочки с водичкой я ставила. Также ставила стаканчики с водичкой. Естественно, все испарялось и, само собой, перебивала эту сухую, ужасную, как говорится, просто ужасную, хотела сказать, гадость. Ну, в общем, не гадость, ну, просто сухой воздух, он очень-очень сильно пагубно влияет на здоровье нас с вами и, соответственно, наших с вами цветов. Так. Угу. Так. Здравствуйте, Ирина. У нас нет янтарной кислоты. Чем ее можно заменить? Это комментарий пришел от Лия Лихтовара. Ну, извините, если неправильно прочла. В общем, на самом-то деле янтарную кислоту можно заменить, соответственно, в аптеках есть, в ампулах, или, я не помню, как называется, полностью такой небольшой бутылечек с витаминами А, витамин А, Е, витамин есть.
Это все можно делать такие маленькие, небольшие, ну, не так часто применять их, конечно, можно, ну, как я понимаю, витаминные коктейли. Я в свое время разводила ампулку, брала витамина А, витамин Е, витамин В, да. Это все разводила я в водичке, соответственно, и подкармливала тоже свои орхидейки. И тоже неплохо это все потом орхидейки воспринимают, и, соответственно, неплохо они на это реагируют. Угу. Вопрос следующий. От Лизы Кудриковой. У меня вопрос наоборот. Как вырастить цветонос? А то растут только детки. Уже 3 года нет цветоноса. А детки 2 срезала и посадила по одной детке в год. В общем, как я понимаю, цветонос. Для того, чтобы вырастить цветонос, соответственно, нужно дать небольшую встряску, небольшую смену обстановки вашему цветку. То бишь, по своей, говорю только по своей практике, как у меня это было. У меня, конечно, с детками пока еще как бы связи конкретно такой не было, ну, была возможность, но у меня она, так как цветонос начал подсыхать, детка у меня пропала, в общем, тоже засохла. И я рекомендую сейчас вот такие сейчас перепады температуры, как бы сильно мороза, ну, по крайней мере, не знаю, у нас максимально за этот весь период был 7 градусов мороза, 8. И можно, допустим, вечером делать небольшие перепады температур. То бишь, вынесли в коридорчик, полчаса поставила ваша там орхидейка, за это время с ней ничего не произойдет, а встряска для нее какая-то будет. И я думаю, после этого она проснется и даст вам, соответственно, уже не детку, а цветоносик. Ну, также, конечно, можно применять и стейкининовую пасту. Ну, это, как говорится, на любителя. У меня была такая практика, мне не особо понравилось, потому что, может, я что-то неправильно сделала. Ну, делала все, как говорится, по инструкции, но у меня в итоге получилось не детка, а какой-то... Получался просто у меня небольшой такой какой-то непонятный гибрид. Везде у него по всей его основании всего были какие-то непонятные как бы клювики, носики, ну, в общем, непонятно что. Ну, соответственно, тоже с цветокинином нужно быть тоже максимально аккуратно, вести себя с ним. Итак, вопрос мадам Юля. Добрый вечер. Может, кто-нибудь знает, как вырастить детку? А то у меня одни цветоносы, заранее спасибо. Вот как бы вот вопрос, конечно, наоборот. Ну, отвечаю, конечно, по поводу детки. Детку также можно вырастить даже без помощи цветокинина, так как мы знаем... Ну, потому что там такой комментарий, сообщение такое было. Вот, и поэтому у нас на цветоносе, когда мы знаем прекрасно, что у нас цветонос пока еще не в процессе отсыхания, подсыхания, и мы берем, соответственно, я сейчас покажу наглядно. В общем, показываю вам наглядно. У нас вот, видите, цветонос, да, вот есть. Ну, мы, конечно, дожидаемся для этой всей процедуры, ждем, когда полностью наша орхидея с вами полностью вся отцветет, уже не будет никаких нее признаков того, что там остались не детки, а бутончики, и основные там другие цветоносы не полезли. В общем, видим его. Вот, мы видим с вами спящую почечку. Вот наша спящая почка с вами. Вот она. Вот. И можно просто-напросто, после того, как она полностью цветет орхидея, мы вот так с вами эту чешуечку с этой почечки снимаем. И там у нас маленький, естественно, спящая почечка малюсенькая. Мы ее просто открываем и как бы больше мы с ней ничего не делаем. Ну, по возможности можно даже не надо ковырять, я думаю, просто чуть-чуть иголочкой делать маленький надкольчик и, соответственно, туда промазать это место цветокинином. Ну, это по такому вот принципу. Но я скажу, я добилась детки, ну, конечно, у меня не получилось вырастить ее конкретно, потому что, уже говорила, цветонос мне полностью засох. Но при помощи того, что я отковыряла чешуйку эту, соответственно, у меня потом начал расти маленький детеныш. В общем, вот так вот. Так, дальше вопросик. Как всегда, вот такие вопросы от Берега Арнаева. Доброе время суток. Можно узнать, а какие пропорции чеснока надо поливать орхидею? Спасибо заранее. Как всегда, мне скоро это будет звучать как молитва. Я изначально беру
на литр воды. Ну, соответственно, вот это вот на нашу орхидею, ну, в обычном стандартном горшке, которым она посажена, и, естественно, может чуть поменьше кашпо, входит литра воды. На эту литру воды я примерно беру 2-3 зубочка чеснока. Все зависит, естественно, от размера, от калибра чесночка. Этот чесночок я выдавливаю через чеснокодавку, потом заливаю ее водичкой. По возможности, если, допустим, вам не к спеху, сутки она отстаивается, соответственно, как говорится, набирается силы. И потом мы это дело, потом все процеживаем, соответственно, и потом поливаем. В общем, 3 зубочка средних, не маленьких, не больших на литр воды. И с этого расчета мы, соответственно, делаем эту настойку для орхидей. Так. Вопрос от Дубномиста. Подскажите, пожалуйста, у моих орхидей сверху начали темнеть корни. Они живые, но темные. Орхидеи у меня цветут, поливала их чесноком, янтарной кислотой. Но я делаю не так, что потемнели корни. Как это можно исправить? Ну, изначально начнем с того, что корни орхидей темнеют. Соответственно, из-за того, что они находятся на поверхности, само собой, это темнеют также не от качества вашей воды. И, соответственно, могут темнеть от того, что сильно сухой воздух вокруг орхидей. Ну, соответственно, самый главный критерий того, что темнеют ваши корни, это качество вашей воды. Если у вас, допустим, централизованный водоснабжение, которое идет по дому всему, если это в квартире, соответственно, такую воду лучше отстаивать даже не менее 2 суток, потому что вся эта металлы, все эти хлоры, все остается в воде, соответственно, она также влияет на наши с вами цветы. Так же самое, как и на орхидеи, так точно и на комнатные, потому что если мы поливаем, естественно, у нас на земле белый налет, соответственно, белые кислоты образовываются, и как бы, соответственно, я рекомендую поливать орхидейки всегда отстоянной долгосрочно водой, такой, которая отстаивалась примерно 2 суток. ЛМ Лондон. Обязательно попробую чесночный настой. Мои любимые цветы орхидеи. Лайк. Приглашаю вас на фестиваль орхидеи в Королевских садах Лондона. Давайте дружить. Это круто, конечно. Было бы очень, я думаю, круто. Туда побывать на фестивале орхидеи в Королевских садах Лондона, тем более. Ну, это да. Так. Так. Вопрос от Ираида Ананьевна. Ирина, здравствуйте. Большое вам спасибо за ролик. И у меня вопрос, на который нигде не могу найти ответ. Моим орхидеям 3-4 года. За это время они цвели. И сейчас у 3 из них снова появились цветоносы. Заинечка. Каждый год. Но меня беспокоит то, что они наращивают листья. Что это может быть? Возможно ли как-то простимулировать рост новых листьев? Сейчас у 2 орхидей только по 2 листа. Это уже в течение 3 лет. Может, вы знаете, почему это и что делать? Вас благодарю. Я была очень рада ждать ответа. Что? Извините. Так, что я могу сказать по этому поводу? Для того, чтобы нарастить листья, естественно, нужен стимулятор для роста ваших листочков. Соответственно, для того, чтобы нарастить листья, так точно чтобы выросли цветоносики, нужно орхидейку как-то простимулировать. Начнем с более-менее проверенных методов. Это метод того, что вы делаете вашей орхидее небольшую стряску. Выносите буквально на полчаса 20 минут ее на холод, а потом заносите назад опять и ставите ее на свое место. Также, соответственно, мне тоже очень сильно наращиваются листья при помощи чесночной воды, чесночного настоя. Это очень-очень-очень даже хорошо. Также применяйте, конечно же, янтарную кислоту непосредственно вместе с чесноком или даже без чесночка. Это очень действенный способ. Так что, если что, пишите, и потом еще мы с вами разберемся. Бам-бам-бам. Так, дальше. Так, Нина Чазова. Здравствуйте, Ирина. Я правильно поняла, рабочего раствора должно получиться 2 литра.
ну, как вам сказать, 2 литра. Рабочий раствор идет в соответствии от вашего количества орхидей. Допустим, если мне надо сегодняшний день там 2-3 орхидеи, да, я беру 3 литра воды. И с этим расчетом, ну, давайте берем с запасом, потому что разные бывают у нас кашпо, которые бывают по объему больше, чем, соответственно, сама наша горшок с орхидеей. И, соответственно, мы берем 3,5, в общем, до 4 литров водички можете спокойно, преспокойно взять. И это получится рабочий. Даже если он останется, остальной растворчик, вы можете спокойно, преспокойно полить другие ваши растения. Так, дальше, да. А сколько янтарной кислоты? Янтарная кислота, соответственно, я, допустим, иду с расчетом того, что у меня идет примерно полторы-две таблеточки на литр водички. Ну, в общем, как-то так. И то, что не бойтесь того, что орхидеи передозировки янтарной кислотой у нее не будет. Угу. Вопрос от Тани Косарчук. Так, скажите, в моей орхидеи с сердцевины начал расти молодой листочек. И он начал пригнивать, где-то на сантиметров 10. А дальше нормальный зелененький. Что мне делать? Еще одна орхидея засохла точка роста. Что нужно сделать? Ну, изначально в таких случаях мы берем с вами и достаем орхидею из нашего горшочка. И проверяем на наличие, возможно, какой-то гнили, возможно, какого-то там животного, которое может завести. Элементарное может просто там быть, много таких случаев было, когда находятся там слизняки. Естественно, они и кушают наши с вами корешочки. И, соответственно, нужно делать контрольную проверку ваших орхидей и, соответственно, сделать небольшую профилактику. Обработать какими-то фунгицидами. Соответственно, те места, которые начинают прогнивать, тоже мы их обрабатываем. Даже сердцевинку вашего листочка мы все зачищаем по максимуму и, соответственно, засыпаем такими фунгицидами. Их сейчас всевозможное количество, всевозможных названий, всевозможных функций. Так что пробуйте, пишите и потом напишите, что у вас с этого получилось. Так. Также вопрос от Тани Косарчук. Скажите, пожалуйста, сколько раз подливаете орхидеи чесноком с янтарной кислотой в месяц? Фу-фу, как вам сказать? Летом, летний период, я это делаю регулярно. Каждый полив я добавляю, соответственно, чеснок у меня идет всегда. Янтарную кислоту с чесночком я делаю где-то, может, раз в 2 раза в месяц. Вот так. А может ли такой вопрос, Анна, а может ли такое возникнуть, то есть серая гниль от промывки корней хорошо теплой водой? Ну, серая гниль изначально, смотря на чем у вас гниль. И бывает гниль возникает на листочках. Соответственно, гниль может быть и на корнях. Соответственно, корни у нас страдают иногда. Соответственно, не только от того, что вы промываете теплой водой, а от того, что ваши корни могут или пересушиваться, или наоборот переувлажниться. Или просто-напросто бывает много таких случаев, когда мы просто берем, покупаем орхидею, и она у нас после того, как отцвела, даже стоит в горшке, и мы ее не забываем ее просто пересадить. А на самом-то деле в каждой орхидее под попкой, под сердцевинкой, под этим самым под корнем находится небольшая такая емкость, то ли с небольшим корковым деревом, такой тубус маленький, то ли поролон, который идет для транспортировки, для того, чтобы орхидея была более-менее пропитана. И потом в дальнейшем мы этого не знаем, а пытаемся нашу орхидею полить. И, соответственно, потом возникает, наживается у нас потом загнивание идет наших корней. Так что всегда тщательно мы все просматриваем, и после того, как орхидея отцветет, мы обязательно ее пересаживаем. Так, Александра Феденко. Запах чеснока люблю и ем его регулярно. Полила по вашему совету. Не скажу, что через неделю был результат, но к концу месяца практически у всех появился новый рост. Новые листочки полились у 10 из 12 моих орг. Вот, пожалуйста, как бы очередное доказательство того, что орхидея, независимо от того, что поливается удобрением, но чесноком,
естественно, сразу орхидея начинает как-то себя проявлять. Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на моей орхидейке на одном листе появилось пятнышко. Не знаю, что делать. Вопрос от Зайры Абельдинова. На листочке, если появляется небольшое пятнышко, это может быть элементарный солнечный ожог. Если у вас стоит на открытом окне орхидея, можете, конечно, это дело, смотря какое у вас пятнышко. Если у вас пятнышко просто сухое, вокруг него нет никаких водянистых таких разводов или просто такого мокрого пятна. Если это мокрое пятно, то тогда вам придется доставать орхидею из горшочка и, естественно, проверять полностью ее на признаки того, что есть ли у нее пропавшие какие-то корни или какое-то у нее внутри горшка заболевание. И, соответственно, если это солнечный ожог, мы ничего не трогаем, просто притеняем наше окошко, соответственно, для того, чтобы в дальнейшем не повторилось других. У меня в моей практике были тоже очень многочисленные ожоги на листочках. Такой болячкой, кажется, встречаются все орхидееманы. И поэтому самое главное вовремя притянить и не дать орхидее вашей как-то себя покалечить. Вот как бы такой вот момент тоже присутствовал, и мне кажется, у всех такой есть. Самое главное, никогда этот листочек, который поражен солнышком, никогда его не трогать. Оно подсохнет, и даже, конечно, это будет не эстетично, но тем не менее не надо ничего не обрезать, не отрывать листочек, потому что в дальнейшем может привести к более глобальным проблемам, которые уже поразят полностью всю вашу орхидейку. В общем, дальнейшие наши действия какие? Я, наверное, буду чуть-чуть закругляться. Вот, остальные вопросы на следующий раз, я думаю, на все отвечу, потому что у меня есть такой маленький казус в телефоне, память резко сокращается, естественно, не всю информацию я не смогу вам вовремя донести. В общем, какие будут вопросы у кого, пожалуйста, задавайте. Обязательно все отвечу в обязательном порядке по-любому, потому что до конца, как говорится, года хочу поотвечать на все ваши комментарии, которые есть, были и будут. В общем, как всегда, желаю всем бурного цветения, здоровых корней и крепких листьев. Спасибо огромное, что смотрите, спасибо огромное, что подписываетесь. Я вас всех люблю и всем пока.